Друзья, мы остановились на том, что мы приехали на пирамиды. Вы могли подумать, что я лоханулась только в музее, забыв включить петличку. Но нет. Первым делом перед пирамидами мы пошли пообедать, так как почти не завтракали с утра. Нас встретили очень доброжелательные официанты, но если бы вы знали, как там воняет, это непередаваемо. На самом деле выбор блюд был абсолютно небольшой. Взяла салат, картошку, курицу и макароны. Но это не важно, с таким прекрасным видом абсолютно не важно. Кстати, мы еще успели попасть на шоу «Как делают папирусы». Их делают из бамбука. Друзья, мне правда очень жаль, что я не успела записать, что я говорила, потому что у меня были просто непередаваемые эмоции. Чтобы вы понимали, это было одновременно и страшно, и круто, и красиво. В общем, как-то непонятно, так как это чудо света. И вблизи пирамиды такие высокие. Мы отстояли совсем небольшую очередь, после чего попали наконец-таки на территорию пирамид. Мы на машине объехали всю абсолютно территорию, и дальше я вам рассказываю и показываю, что прямо напротив пирамид живут люди. Кстати, могу попозже рассказать, сколько стоит квартира с видом на пирамиды. Что сделала Лиза? Первым делом заставила меня проехаться на верблюде. Кстати, очень интересная тема. В пирамиде есть щель, вы это абсолютно четко видите. Дело в том, что раньше грабили пирамиды. Люди были уверены, но так и есть, что когда хоронили мумии, вместе с ними клали и золото, и драгоценности. И вместо того, чтобы зайти с обычного входа в пирамиду, они боялись, что, войдя в пирамиду, на них наложится проклятие. Поэтому люди пытались обойти все это и решили продолбить стену в пирамиде. Друзья, если бы вы знали, как тяжело мне было садиться на верблюда, это что-то с чем-то серьезно. Я находилась в 3 метрах от земли. Было очень страшно, но вид красивый, тут не поспоришь. Но я очень сильно орала, так как Лиза просила верблюда побежать. Точнее, человек, который вел наших верблюдов, он спрашивал fast, туда-сюда, и Лиза говорит, да, погнали. Друзья, на нем невозможно мне было удержаться, я постоянно падала, очень мало снимала, так как я боялась, что у меня выпадет телефон из рук и камера, но это было страшно. Поездка на верблюде стоила $10 человека. В принципе, цена адекватная ради такого прекрасного вида. Наш автобус остановился возле пирамид, но мы пересели на верблюдов и отправились до точки, где видно 9 пирамид. Я часто слышала от ребят, которые были в Египте, что возле пирамид очень сильно воняет. Честно говоря, странно, но я не почувствовала. Еще мои охренительные крутые диоры все в говне верблюда. Я очень долго отмывала
кеды, но мне кажется, до конца у меня так это не получилось. Как мне начали объяснять люди, что это к богатству, я очень сомневаюсь. Я начала волноваться, что у меня нет влажных салфеток. И люди, которые работают вместе с верблюдами, они говорят: обтирай все это об песок. И я сказала: спасибо, друзья, спасибо. И на этом моменте я начала думать, что мой микрофон не работает, но до сих пор его не включила. Но тут я уже начала об этом задумываться. Кстати, предлагали несколько вариантов, как добраться до точки осмотра, вот так это назовем. Нам предлагали поехать на лошадках, на колеснице такой небольшой и, естественно, на верблюдах. Мы сейчас посетили... Друзья, каждый раз у меня происходит какая-нибудь херня. Дело в том, что я только включила звук. Я надеюсь, он, конечно, был включен, потому что там были такие у меня слова, которые я уже, к сожалению, не повторю. Было все в реальной жизни. Я надеюсь, что хотя бы сейчас у меня работает звук. Мы сейчас находимся на другой локации немножко. Вот. В общем, это самая большая пирамида, самая крупная из всех. И мы сейчас пойдем трогать, загадывать желания, рассматривать ее, в принципе. В общем, идем. Не знаю что, но я до сих пор не верю, что это строили люди. Правда, вот я думаю, меня будут переубеждать многие всю мою жизнь, но я в это не верю. Я просто не верю. Друзья, мы поднимаемся наверх. Я просто без происшествий, сидя на жопе, не могу. Из-за этой мадам мы сейчас будем подниматься до той дыры. Я так понимаю, что эти ступеньки были уже предусмотрены строителями пирамид. Не знаю, у меня просто другого оправдания нет. Вряд ли взяли и истребили немного пирамиды. А вот какой вид открывается сверху, чуть-чуть уже сверху. Сейчас поднимемся с вами еще выше, город. И там дальше будет строиться музей. Он уже строится. Тут такая система, пропускаем людей. Потом заходим мы, пропускаем. И поднимаемся мы. Очень узкие проходы. Поэтому с людьми рядышком тесновато идти, конечно. Ой. Мы чуть поднялись на пирамиду. В общем, это вход в пирамиду. Я ничего говорить не буду. Заходить я туда боюсь. Вот так вот. Тем более это еще плюс платно. Но посмотрите хотя бы на вид. Он потрясающий. Друзья, мы сейчас с вами добрались до маленьких пирамидок. Вот. Сейчас будем слушать про них историю, и там замечательные пирамиды также стоят. Боже, просто восхитительно. Я вообще не думала, что когда-нибудь в жизни попаду в Египет. Не знаю, у меня то ли никогда не было желания, то ли просто было понятие, что да ну нет, никогда, и пирамиды никогда не увижу. А тут я тут. Вот так. Пустыня, пирамида. Просто восхитительно. И вот уже наш автобус. Мы садимся и едем до Сфинкса. Теперь вид на сами пирамиды. Боже, просто восхитительно. Просто потрясающе. Я в восторге.
Друзья, это просто фантастика. Вы просто посмотрите на это. Это просто сказка. Мой словарный запас сказал пока. Я, к сожалению, не понимаю... Ой, да, включилась. Я, к сожалению, не понимаю, почему этому всему не могут придать нормальный вид для экскурсий. То бишь, нету какого-то определенного загона для верблюдов, нету как-то чистого всего. Меня опять Шакира назвали. Нету чистых кресел для людей, которые ездят на коняшках и так далее. В общем, все очень грязно, все непонятно, магазины неадекватные, серьезно, правда. И то есть это реально трындец какой-то. Я не понимаю, с чем это связано. То есть реально такая территория, такая площадь. Просто посмотрите на это. Почему этому всему не могут придать нормальный, адекватный вид? Господи, посмотрите, там даже сфинкс тут, господи, это просто фантастика. Давайте поближе! Правда, серьезно, я в шоке. Мы идем. Представление, может, какое-то по вечерам проводят. Вот эти стулья. Зачем они стулья ставят? Это вечерняя программа. Каждый вечер спектакль, световое шоу на фоне пирамиды, на фоне сфинкса. Пирамиды вечером освещают. Это И сфинкс еще про себе, про фараоне, про пирамиды целый час рассказывает каждый день на всех языках. С 7 до 8, с 8 до 9. Мы не успеваем, да? Мы не успеваем, во-вторых, это еще за другие новые билеты, но дороже. Красота. Россия, Украина, дружба, радость. Просто красота. Фантастика. Я хочу просто, чтобы вы налюбовались этой красотой. Это очень красиво. Ну что, друзья, а вот и сам сфинкс. Посмотрите на его лапки. Просто прелесть. Честно говоря, я не очень хорошо вижу, что там посредине. Но посмотрите на самого сфинкса. Просто фантастика. Лиза! Здесь просто вид лучше. Он, в принципе, не такой большой, как был. Представлялся мне почему-то в мультиках, в сериалах и так далее. В общем, как-то так. Это просто... Вот посмотрите, какая красота, а это кошмар. Она мне все деньги просто стырила. И сейчас что-то недовольное. В общем, тут красиво, тут жопа. Я сказала $1. Да кому ты не? Нет, по факту, они все говорят $1. Лиза останавливается, такая $1, и они говорят, Кто так не говорит? Короче, дело в том, что тут на этом базаре говорят все тебе за $1, абсолютно только за один. По итогу ты останавливаешься, по итогу ты останавливаешься, и тебе говорят, нет, $10. На сколько, Лиза, ты сегодня закупилась? На 10, зато столько всего купила. То есть 15 и 5, да? А, тоже $1. Вот, $1. Он сказал $1. Девушки, это пластмасс. Сразу я видел издалека, даже это пластмассный камень. Держи. Почем тебе дал? 5. Лучше купить камень, 3 штуки за 5. Чем... Зато это большая. Ну, даже вот 3 хрустальные купили за $15. У меня нет слов. Ну, Лиза захотела, Лиза купил. Тимуровцы! Да, погнали. Итак, за сегодня мы потратили $10, точнее 20 на лодочки, $20 на верблюды и $25 на... И сейчас еще пятерка. Вообще получается 30. Итого мы за сегодня 30, 40, 50, 60, 70. Ну, почти $100 потратили. 20, да, почти $100. Друзья, я в шоке. Я просто в шоке. Последнюю локацию за сегодняшний день, за сегодняшние сутки. Сейчас мы будем нюхать масла, также смеси масел, крема и так далее.
И слушаем лекцию. Друзья, на сегодняшний день экскурсия наша подошла к концу. Сейчас мы отправляемся в аэропорт. И мы летим обратно в Шарм-эль-Шейх. Лететь нам 30 минут и ехать до отеля еще минут 15, наверное. Поэтому увидимся с вами чуть попозже, уже на другой экскурсии. Друзья, еще минуточку вашего внимания. Сзади наш охранник. Вон он, пальто. Классный чел, реально. Security. Охранник у тебя пятерочка. Охранник пятерочки, да. Security. Сзади можете видеть нашего security. Он целый день с нами ходил, охранял нас и оберегал. И самый лучший гид Тимур. Поздоровайся. Здравствуйте. Самый лучший гид.